идеальный рецепт ржаного хлеба на закваске? Напишите в комментариях. А у вас тоже так бывает? Испекли хлеб и кажется, что это самый вкусный хлеб из всех, что вы пекли до сих пор. Вот и в этот раз мне кажется, что это действительно самый вкусный рецепт хлеба на закваске. Рекомендую всем, кто еще не пек такой хлеб, обязательно попробовать. И оценить его божественный вкус и аромат. Специально для тех, у кого нет ржаной закваски, мы сегодня приготовим хлеб на закваске Levito Madre. Вот на этой красавице, сильной, активной и готовой к работе. Закваска выросла в 3 раза, и это ее норма. А если у вас есть ржаная закваска, можете приготовить хлеб и на ней. Так, отбираю 60 грамм закваски Levito Madre и будем делать опару. 61 грамм, ничего страшного. Разделяю ее на мелкие кусочки, чтобы было легче растворить в воде. Добавляем 100 грамм воды. Друзья, а у кого еще нет до сих пор закваски, рецепт, как ее вырастить, есть у меня на канале. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Растворили закваску в воде с помощью вилки и добавляем ржаную, обдирную или цельнозерновую муку. Муки нужно 80 грамм. А если вам интересно, то я использую в этом рецепте вот такую ржаную муку. Кстати, ею же и кормлю ржаную закваску. Если интересно, можете заскринить и почитать. Тут на пачке даже есть рецепт пирожков. Может, будет вам интересно. Пирожки по этому рецепту можно приготовить и потом написать в комментариях, как вам такой рецепт. Ну и понятное дело, что дрожжи нужно заменить на закваску. Далее замешиваем тесто до однородности, накрываем миску пищевой пленкой и оставляем до увеличения опары минимум в 2 раза, а может и больше. Друзья, а если вы не хотите выращивать сами закваску, можете заказать уже готовую у меня. Ссылка для заказа будет в описании под видео. Ко всем закваскам я даю инструкции. Так, оставляю опару при комнатной температуре до увеличения ее минимум в 2 раза. У меня прошло где-то 5 часов, опара подросла в 2 раза, может немножко больше. Температура сейчас у меня на кухне 25 градусов. Напоминаю еще раз, если у вас есть ржаная закваска, то можете просто взять 240 грамм активной ржаной закваски, минуя этот этап. Перекладываю всю опару в миску, в которой буду замешивать тесто, добавляю 200 грамм воды комнатной температуры, а воду лучше берите фильтрованную, если не уверены в качестве воды в своем водопроводе. Закваска – это живой организм, и вода напрямую влияет на ее качество. Кто этого не знал, возьмите это во внимание. Растворяем опару в воде, далее добавляем 110 грамм той же ржаной муки и 200 грамм муки первого сорта. Мука первого сорта идеальна для выпечки хлеба. Это что-то среднее между белой и цельнозерновой мукой. Лично мне хлеб из муки первого сорта очень нравится, а в сочетании ржаной вообще великолепно. Приготовьте этот хлеб и сами убедитесь. Да, и обязательно рекомендую муку просеивать. Не ленитесь, вы же делаете это для себя. Далее замешиваем хорошенько тесто. Сразу скажу, что это тесто очень липкое. И не спешите подсыпать туда муку. Просто можно немного смочить руки в воде. Но знаете, не так, чтобы с рук текло, потому что вы можете сильно увлажнить тесто, и оно будет плыть. Замешиваем тесто примерно до 10 минут, собираем тесто в кучу, накрываю крышкой и оставляю при комнатной температуре примерно на 2 часа, пока тесто не увеличится в 2-2,5 раза. А пока тесто стоит, заварим солод. Нужно 50 грамм ферментированного ржаного солода, 4-5 грамм молотого кориандра, у меня был целый, я его измельчил с помощью кофемолки, так как свежемолотые специи ароматнее в 10 раз магазинных из пачки, и 130 грамм очень горячей воды, почти кипяток, но вода еще не кипела. Хорошенько размешиваю, накрываю и оставляю завариваться и охлаждаться до тех пор, пока тесто стоит на брожении. Прошло у меня как раз ровно 2 часа, посмотрите, как тесто увеличилось. Далее добавляю 250 грамм просеянной муки первого сорта, весь солод, который мы заварили, 11 граммов соли и 30 грамм натурального меда. Друзья, тут уже такой аромат стоит, а представьте, когда я хлеб достану из духовки. Далее нужно хорошо вымесить тесто, так как в тесте ржаная мука, то тесто будем вымешивать аккуратно и не спеша, так как рожь ведет себя совсем не так, как пшеница. В ней мало клейковины, поэтому тесто не станет слишком упругим, оно так и останется липким. И это абсолютно нормально, не пугайтесь. Наша задача просто объединить все ингредиенты в однородную гладкую массу. Друзья, хочу поблагодарить спонсоров канала за финансовую поддержку, которая очень мотивирует меня снимать новые рецепты. Также благодарю всех, кто пишет комментарии и ставит лайки. Эта поддержка невероятно важна. И хочу вас попросить, поставьте этому видео лайк прямо сейчас. Это очень помогает каналу развиваться и мне приятно. Также вы можете поддержать канал финансово, став спонсором канала. Кнопка спонсорства есть под каждым видео.
Так как я уже говорил, что тесто липкое и оно может липнуть к поверхности. Вы можете смазать поверхность стола немножко водой, совсем чуть-чуть. Это облегчает замес. Круговыми движениями с легкой натяжкой собираю тесто, миску, в которую буду перекладывать тесто, немножко смажу оливковым маслом, перекладываю тесто, накрываю и оставляю при комнатной температуре еще на 1,5-2 часа. До тех пор, пока тесто увеличится в 2 раза. Чем теплее, тем быстрее тесто поднимается. Сегодня у меня быстрый вариант хлеба без холодной ферментации. У меня прошло 2 часа, посмотрите, как выросло тесто. Сбрызгиваю немного поверхность водой, отделяю заготовку от стенок миски, чтобы она легче вышла, и перекладываю на стол. Идеально тесто бродит. Разделяю тесто на 2 равные части с помощью пластикового шпателя. К нему тесто не так липнет, как к металлическому. И теперь аккуратно складываю тесто, как на видео. Защипываю края. Если все же тесто липнет, смачивайте руки водой для комфортной работы. Но не переусердствуйте. Перекладываю заготовки на пергаментную бумагу швом вниз. То же самое делаю и с второй частью. И уже на бумаге делаю окончательную формовку хлеба. Поправляю, округляю и заглаживаю. Немного смачивая руку водой, чтобы тесто не прилипало. Накрываю заготовки вот таким контейнером. Также можно накрыть пищевой пленкой, предварительно смазав ее маслом, чтобы тесто не прилипло. И оставляю на расстойку при комнатной температуре еще на 1-1,5 часа, чтобы тесто увеличилось примерно в 2 раза. Отправляю заготовки в разогретую духовку до 220 градусов с паром на 15 минут. Далее убираю пар, снижаю температуру до 200 градусов, сбрызгиваю хлеб водой и выпекаю еще так 30-35 минут. Это нужно, чтобы у ржаного хлеба сформировалась правильная плотная корочка, которая сохранит всю влагу внутри мякиша. Вынимаю хлеб из духовки. Красота. Еще раз брызгаю горячий хлеб немного водой, чтобы добавить больше глянца на поверхности. Даю хлебу полностью остыть, лучше часов 5, а можно и до 8, чтобы он хорошо стабилизировался. По весу булочка получилась 534 грамма, если кому интересно. Ну и вот такой хлеб в итоге вышел. Хлеб очень ароматный, с красивой темной поверхностью. Мне она напоминает шоколадный батончик. Хлеб очень мягкий, цвет равномерный, что снизу, что сверху. Хороший пропек хлеба снизу – это гарантия того, что мякиш внутри не останется сырым. А у этого хлеба, видите, поверхность не такая гладкая, к сожалению. Но я думаю, что он у меня немножко перестоял, так как мне нужно было отойти, и вместо 1,5 часов он простоял около 2,5. Так что вот так. Но все равно, отличный хлеб. Посмотрите, какой равномерный и красивый мякиш. А если рецепт вам был полезен, подписывайтесь на канал, поставьте лайк и прокомментируйте. А я думаю, что такой прекрасный хлеб грех не попробовать со сливочным маслом.